Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте. Я психолог, магистр психологии, кандидат биологических наук. И вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня у меня, во-первых, такое серое видео. Не пугайтесь, это не у вас пропал цвет. Это видео в серых тонах, 100 миллионов оттенков серого. А во-вторых, вы сегодня будете слышать мой простуженный голос, потому что я болею, немножко гундосый такой. Но как бы что есть, то есть, очередное неидеальное видео от меня. Вот, сегодня буду рассказывать про поглощающих детей. У меня уже есть видео про поглощающих матерей, дам на него ссылку сейчас. А еще периодически будете слышать моего кота, то есть это еще более неидеальное видео, потому что он решил, что сейчас идеальный момент для того, чтобы покричать. Знаете, просто покричать в пространство. Потому что жизнь, она, понимаете ли, такая, не идеальная и не всегда удовлетворяет все наши потребности. Кстати, про потребности сегодня тоже буду говорить. Вот, поэтому иногда, вот берите пример с моего кота, иногда просто полезно поорать в пустоту, в пространство, когда вам что-то не нравится в жизни. Это замечательный такой выход эмоций, выплеск эмоций, крайне полезная практика. Вот. Так вот, поглощающие дети в РПП. Кто такие поглощающие дети? И поскольку я даю ссылку на поглощающих матерей, сразу хочу сказать, что это две очень разные вещи. Поглощающие матери и поглощающие дети – это разные вещи. Для этого есть разные причины, у этого разные механизмы, и это по-разному выглядит. И когда я говорю поглощающие дети, я имею в виду детей любого возраста. Это не обязательно прямо вот дети-дети. И хотя чаще всего, когда мы говорим про поглощающих детей, когда мы их видим, чаще всего это подростки с анорексией, но это не обязательно. Чуть позже я скажу, что это бывает и в компульсивном переедании, как это выглядит, и как это выглядит при булимии. Так вот, как выглядит поглощающий ребенок? Поглощающий ребенок – это такой человек, классический человек с тревожным или тревожно-амбивалентным типом привязанности. Что такое тревожный или тревожно-амбивалентный или тип привязанности? Это такой человек в любом возрасте, опять же, который очень-очень цепляется за своего другого. Он за него цепляется. Этот другой, важный для тебя другой, нужен тебе постоянно. Ты должен быть постоянно уверен в его любви, в его к тебе отношении, в том, что ему не все равно, в том, что он тебя выбрал, в том, что он хочет быть с тобой, в том, что он тебя любит, любит, любит. И тебе это нужно каждую секунду, и тебе нужно это знать, тебе нужно это видеть. И, что важно, тебе нужно в это верить, потому что верить в это самое сложное для человека с тревожной привязанностью. И вот это вот бесконечное требование любви другого происходит потому, что без этого другого и без этой любви я бесконечно одинок. Мне нужна бесконечная любовь, потому что иначе я бесконечно одинок, и я не выживу без любви. Я не просто один, я погибну, я не выживу, я не представляю себе жизни без любви другого, кого-то очень важного для меня. Как происходит так, что у вас формируется тревожный тип привязанности? Тревожно-амбивалентный – это более сложный еще вариант. Сейчас скажу, почему он амбивалентный. То есть тревожный тип привязанности – это когда ты мне очень-очень нужен. Тревожно-амбивалентный – это когда ты мне нужен, но уходи, потому что ты меня очень злишь и не даешь мне то, что мне нужно. Вот. Тревожный тип привязанности формируется в раннем детстве. Конечно, у нас все формируется в раннем детстве, кроме того, что формируется в зрелом возрасте. Так вот, тревожный тип привязанности формируется в отношениях диадных, как мы любим говорить, в отношениях между ребенком и матерью, тогда, когда мать не слишком последовательна. Например, мать такая, знаете, непредсказуемая. Она то дает много любви, то вдруг начинает ребенка игнорировать. То она с ребенком 24/7, то вдруг она исчезает, куда-то девается, ее вообще нет. То она этого ребенка опекает и водит его за руку везде, и каждый шаг его прям простраивает. То она бросает его одного наедине со своими трудностями.
И такой ребенок, формирующийся рядом с такой матерью, он очень быстро понимает, что за мать надо держаться, надо не дать ей никуда деться, потому что без нее мне плохо. Мама существует, особенно в младенчестве, для того, чтобы давать мне то, что мне нужно, защищать меня, давать мне тепло, давать мне еду. И когда она постоянно куда-то девается, куда-то исчезает, то удовлетворяет мои потребности, то перестает, или она их не угадывает, она вроде пытается их удовлетворять, но все время попадает пальцем в небо, она все время дает мне не то, что мне нужно, хотя что-то пытается давать. Когда у меня такая мать, мне нужно очень-очень-очень ее держать, чтобы она никуда не сбежала. И мне нужно быть очень-очень уверенным в ее любви и в своей значимости для нее, потому что это удержит ее рядом со мной. Пока она меня любит и пока я для нее очень-очень важен, она никуда не денется, она меня не бросит и она не исчезнет. То есть, какие это матери? Непредсказуемая, противоречивая, переменчивая такая мать, вот которая, как я сказала, то очень-очень ласковая, то вдруг она становится холодной, отстраненной и отталкивает от себя ребенка. Это эмоционально неустойчивая мать, у которой саму на качелях эмоций качает, поэтому тоже она такая, она все время разная для ребенка, то добрая, то злая, то грустная, то веселая. То есть я хочу себе добрую, веселую маму. Мне нужно как-то сделать так, чтобы моя мама была добрая и веселая, чтобы она смотрела на меня с любовью. Я должен что-то для этого сделать. И вот эти вот дети или взрослые тоже тревожные, потому что она в детстве формируется, а потом всю жизнь у вас есть. Вот эти вот люди с тревожной привязанностью, они все время думают, как сделать так, чтобы тот, кого они любят, или тот, кого они выбрали, чтобы их любить. Как сделать так, чтобы он никуда не делся? Может мне как-то так себя вести? Может мне как-то так разговаривать? Может мне что-то так вот быть каким-то вот таким, не таким, как я уродился, а каким-то вот таким, чтобы этот вот значимый другой, чтобы он меня не бросил, чтобы он меня не оставил. Гиперопекающие матери выращивают очень тревожных и неуверенных в себе детей. Такие мамы, которые и в школу водят, и все спросят, и все проконтролируют, и сами с тобой поиграют, и сами эту игру выберут, и скажут тебе, с кем тебе дружить. Они выращивают очень неуверенных людей, и прежде всего неуверенных в том, захочет ли вообще кто-то быть с ними, кроме этой мамы. И тогда мама единственный человек, который все время рядом со мной. И опять же, если мама куда-то денется, я останусь совсем один, бесконечно одиноким. А еще есть такие тревожные мамы, которые сами все время, у них у самих тревожная привязанность, и они все время как бы запрашивают от ребенка: подтверди, что ты меня любишь. А ты меня точно любишь? А я точно твоя любимая мамочка? А ты точно всегда выберешь меня? Это уже туда, к поглощающим матерям таким, знаете, отсылка. А я точно важнее всех для тебя? А ты точно любишь меня больше, чем своих подружек? А ты точно любишь меня больше, чем папу? И вот тут возникает такое деструктивное взаимодействие, когда два человека сцепляются друг с другом, и здесь уже мама не дает этому ребенку оторваться, и через какое-то время они растут вот в этом симбиозе, и потом каждый не может потерять вторую половину, потому что а с кем я тогда останусь? У меня больше никого нет, у меня только мама. Она все время требовала от меня, чтобы я любил ее больше всех. И вот я люблю ее больше всех, и если я ее лишусь, то я остаюсь совсем-совсем один. Обычно в таких отношениях, где мама все время запрашивает подтверждение любви у ребенка, там папа не присутствует. Папы и так часто не присутствуют. Папы просто часто такие бывают, которые как бы родили ребенка, и дальше они просто есть, эти папы. Вот они там, деньги приносят или не приносят, вот они есть, существуют. При этом они не выполняют свою отцовскую роль, а просто есть. И вот такие, кстати, папы, которые просто есть, часто очень в анорексических семьях бывают. Вот, потому что там в булимических семьях, в компульсивно передающих семьях там папы часто очень такие угнетаемые, принижаемые, или их нет в принципе. А в булимических семьях папы, надо будет видео про пап снять, а в булимических семьях папы такие обычно что-то тоже требуют, скандальные, такие вот они
занимают много места, они такие нарциссичные иногда, могут быть самовлюбленные, истероидные, очень много, часто истероидные отцы есть в булимических семьях, такие, знаете, очень много эмоций. Вот, меня никто не любит, я уйду, пойду повешусь, вы все плохие. Вот это такой истероидный тип отца, типичный для булимических семей. Я отвлеклась, возвращаемся к поглощающему ребенку. Так вот, и вот эти вот дети у таких матерей вырастают очень-очень тревожными, неспокойными, они цепляются за мать, как я сказала. И особенность этих детей, вот их с детства видно, когда мать исчезает, они устраивают истерики, они рыдают, они плачут, они не могут остановиться, они не могут находиться без мамы, причем это прям такие истерики. И когда мама возвращается, они еще долго не могут успокоиться, и здесь появляется много злости на маму, потому что мама бросила, как ты, мама, могла меня оставить? Как ты могла оставить меня в одиночестве? И здесь именно появляется та самая амбивалентность, когда я не хочу, чтобы ты уходила, но лучше ты уйди к чертовой матери, пусть мне один раз станет больно, и мне уже больно не будет, чем все время жить в этом напряжении, ожидании, что ты уйдешь. Опять же, чуть позже скажу, как это во взрослых отношениях проявляется. В чем проблема? Вот когда такие дети, у которых очень цепляются и которым надо очень много родителя, и нужно, чтобы родитель занимался ими 24/7, потому что они все время должны держать маму вот за руку, буквально или фигурально, потому что куда пошла? Не-не-не-не-не. Как это? Куда? Без меня? Не-не-не-не-не. Мне страшно. Спать хочу с тобой. Я все время буду с тобой. Я буду ходить за тобой хвостом. Я буду постоянно возле тебя говорить: мама, давай поиграем. Мама, что? Мама. Вот у таких детей родители в какой-то момент начинают сильно уставать. И что делают родители, когда они начинают сильно уставать от ребенка? Они обычно делают две вещи. Либо они его отталкивают и начинают игнорировать, то есть просто игнорировать, отталкивать: отстань, отойди, я устала от тебя, пойди займись чем-то, то есть отталкивать. Либо они, что называется, дают ребенку выплакаться. То есть когда ребенок закатывает истерику, ему говорят: так, все, не трогай его, пусть орет. Пусть орет, пусть на полу валяется, пусть, значит, все, наорется, успокоится. И он, конечно, наорется и успокоится. Проблема в том, что в этот момент он еще больше утвердится в мысли, что мать человек абсолютно ненадежный, и она может в любой момент его бросить. Или другая ситуация, он будет так громко и так продолжительно орать, что мать наконец сломается и подойдет к нему и начнет его успокаивать. И тут возникает коннект. Ага, то есть если мне очень плохо, то она все-таки придет. Если мне просто плохо, она не придет, она не чувствительна к моим потребностям. Она там собой занята, она в принципе не сонастроена, она не очень понимает, что мне нужно. Но если я уже буду прямо биться в истерике, там, буквально биться головой об стену, царапать себя, резать, еще что-то делать, тут-то до нее дойдет, что мне плохо, и она наконец-то даст мне то, что мне нужно. Успокоение, поддержку и обещание, что она меня не оставит. И вот эти люди, вот эти дети вырастают, и они такие заряженные на любовь. Они ищут эту любовь в друзьях, они ищут ее в партнере. Мы все ищем любовь, нам всем нужна любовь. Но у них всегда любовь такая очень-очень тревожная. Ты же меня не оставишь, ты же меня не покинешь, ты же меня точно любишь. И они хотят таких же отношений с друзьями. Они хотят такого же слияния, такого же единения душ, такого же полного взаимопонимания. Вот им очень важно, чтобы их понимали без слов. Почему? Потому что младенчику очень важно, чтобы его мама понимала без слов. Он не говорит. Мама должна понимать меня без слов. И они ищут этого 100% понимания в людях, которые в принципе не способны и не должны вам этого давать. То есть, например, друзья. Они не обязаны понимать вас без слов. У вас есть речь, говорите словами через рот, как говорят психологи. Но вот это ожидание, вот этого полного соединения, полного слияния очень характерно для поглощающих детей. Сейчас я отвлекаюсь от людей с тревожным типом привязанности вообще и возвращаюсь конкретно к поглощающим.
людям, поглощающим детям в РПП. Как-нибудь надо будет снять тоже видео про разные типы привязанности в РПП, ну, это отдельная история будет. Вот. И вот этот вот поглощающий ребенок, особенно, вот кроме просто ребенка с тревожным типом привязанности, чтобы получился поглощающий ребенок, нужно, чтобы мама была в принципе хорошая. Если мама плохая, вы не будете пытаться ее поглотить, вы скорее будете пытаться от нее дистанцироваться. Или вы будете постоянно запрашивать от мамы любовь и заботу, натыкаться на колючки и отходить, запрашивать и отходить. Чтобы ребенок стал поглощающим, надо, чтобы мама эту любовь давала. И в идеале надо, чтобы был какой-то период, когда мама была с ребенком и удовлетворяла все его потребности, и давала ему тепло, и кормила его, и давала ему любовь. А потом что-то изменилось. Вот сначала было идеально, а потом что-то изменилось. Например, мама впала в депрессию. Мама вышла на работу, когда ребенок был не готов. Мама слишком рано и слишком жестко отлучила от груди. Мама начала ругаться с отцом, и все пошло не так. И она занялась этим, и ей стало не до ребенка. Еще какие-то трудности начались. То есть мама была для меня, а потом она перестала быть для меня, или, по крайней мере, ее стало сильно не хватать. И вот на этом контрасте происходит, вот в нарциссическом периоде, когда я центр мира, и вы все должны удовлетворять мои потребности. Нарциссический период у детей, вот именно в том, не путать с нарциссической травмой и не путать с нарциссическим расстройством личности. Это просто некий период, когда ребенок центр Вселенной. Он еще не понимает, как устроен мир, он слишком маленький. Он просто знает, что люди вокруг него возникают для того, чтобы удовлетворять его потребности. И вот эти потребности удовлетворялись, и удовлетворялись хорошо. А потом что-то пошло не так. И ребенок сталкивается с тем, что его прекрасный, идеальный мир вдруг был разрушен. Извините. И идеальное понимание с мамой разрушилось. И идеальное удовлетворение моих потребностей тогда, когда мне это нужно, тоже нарушилось. И такие дети сталкиваются с двумя важнейшими эмоциями. С двумя важнейшими, даже не эмоциями, наверное, а состояниями в данном случае, скажу, состояниями. Когда вы знаете, как может быть хорошо и как может быть плохо, у вас появляются два состояния. Во-первых, гнев, ну это еще эмоция, неважно, не придирайтесь. Вы начинаете очень злиться на тот объект, который может сделать вам хорошо, но не делает. А во-вторых, вы начинаете отчаянно пытаться что-то придумать, чтобы это хорошо повторить. Вот я очень злюсь, потому что мне это не дают, и я все время должен найти способ, чтобы это получить, вот это хорошее. Получить маму всю себе, не часть мамы себе, не 20 минут в день, не 2 часа в день, всю маму себе, чтобы мама существовала для того, чтобы мне было хорошо, чтобы мама существовала для того, чтобы меня делать счастливым, чтобы мои потребности удовлетворять, чтобы мне было хорошо жить. Есть такая концепция потерянного рая в психоанализе. Но они обычно говорят про внутриутробное развитие. То есть это какой-то такой райский период, когда у ребенка есть все, что ему нужно. А потом он рождается, и рай закончился. И вот это какое-то смутное воспоминание о том, что может быть все очень-очень хорошо, оно остается у человека, и некоторых людей прям подгрызает изнутри. И в данном случае можно применить эту концепцию потерянного рая, но если мы называем раем вот этот период, ранний период детства, когда мама была, и она была хорошей и любящей. Вот и я этот рай потерял, и я очень-очень злюсь, и я очень хочу назад туда, в это прекрасное время. Как это проявляется в РПП?
Если говорить про людей с анорексией, особенно подростков с анорексией, то это либо очень-очень больные такие подростки, очень болезненные, очень ранимые, с высоким количеством суицидальных мыслей, с высокой депрессивностью, самоповреждением, которым нужно, чтобы мама все время была рядом, чтобы она сидела рядом, чтобы она кормила, чтобы она утешала, чтобы она обнимала, чтобы она по первой моей потребности, то есть когда мне мама не нужна, пусть уходит. Но когда мне мама нужна, она должна быть здесь. Она должна бросить все и прийти ко мне и быть со мной, потому что мне это нужно. И это вот такие подростки, которые я ем только с мамой. Больше никогда. Это может быть и папа, кстати, неважно. Если мама холодная, ей плевать. Ну ладно, не плевать. Но если мама холодная и дистантная, и не дает этого тепла, а папа, например, дает. И ем я только с мамой. И мама должна быть в определенное время дома, чтобы меня кормить. И когда мне плохо, мама должна сидеть рядом и утешать меня. И вот такие очень-очень больные подростки, которые никак не могут выздороветь. А вторая группа поглощающих анорексиков – это злые анорексики, так называемые. Это такие подростки, которые захватывают в доме власть и всю семью заставляют подчиниться моей болезни. Теперь вы будете работать столько, сколько я сказала. Вечером все домой. Потому что у нас ужин. И ужин у нас в 6 часов. И вы все должны быть в 6 часов и есть со мной. Иначе я не смогу есть. И вот такие, знаете, вот очень-очень такие жесткие. И в том и во втором случае идея одна. Будь со мной, а то умру. Будь со мной, а то умру. И это потом транслируется часто не только у анорексиков, у людей с разными РПП, на взрослые отношения. Вот эта концепция «будь со мной, а то умру». А если мне кажется, что ты не полностью со мной, уходи, тогда ты мне не нужен, и я умру. И в этом очень много такого пограничного, связывающего РПП с пограничным расстройством личности, связывающим тревожно-амбивалентный тип привязанности с пограничным расстройством личности. Это когда ты нужен мне, но я тебя отталкиваю, потому что мне с тобой рядом тоже плохо и тоже неспокойно. Мне без тебя плохо, но и когда ты рядом, мне тоже плохо, потому что ты можешь меня ранить тем, что уйдешь. И такие подростки, они все время разрывают отношения, они бросают мальчиков, которые они нравятся, потому что им очень тревожно, что однажды мальчик поймет, что она не идеальная, и бросит его. Они все время ссорятся со своими подругами, все время их блокируют, потом разблокируют, потому что подруга не ответила нужным образом, в нужное время, с нужной полнотой, она не ответила на мой эмоциональный призыв, и тогда я ее отталкиваю, блокирую, потом я ее разблокирую, делаю новую попытку, и это бесконечная какая-то череда попыток, расставаний, возобновления отношений и так далее. Что касается людей с компульсивным перееданием, то они себе такого позволить не могут, потому что у них нет этого инструмента «будь со мной, а то умру». И тогда они перехватывают инициативу и начинают заботиться о матери, о родителе. Они начинают о них заботиться, особенно когда подрастают. Они начинают там заниматься всеми делами, содержат их деньгами финансово. Они там все маме организуют, на дачу ее отвозят, привозят. Но не потому, что мама этого требует, а потому что я хочу, чтобы мама была частью моей жизни. Это мне очень важно. Это я очень боюсь лишиться мамы. Поэтому я уже выросла, но мне очень нужно, чтобы мы праздники проводили время. Я буду маму с собой в отпуск брать. То есть, опять же, не путаем с поглощающей матерью, где инициатива идет от матери. Здесь инициатива происходит от ребенка. А что касается людей с булимией, у них немножко похожая история на компульсивное переедание, но они не склонны заботиться. Люди с булимией вообще такие, знаете, они такие же амбивалентные, они такие, с одной стороны, хотят быть всем нужными, а с другой стороны, хотят, чтобы их никто ни о чем не просил. Потому что они слишком заняты, у них там в своей голове что-то все время происходит, им вообще не до того, чтобы о ком-то заботиться. Это скорее про людей с компульсивным перееданием. Но они хотят, чтобы вот эта мать была моей семьей. Ты должна быть моей семьей. Будь моей семьей. Будь здесь для меня, когда ты мне нужна, потому что ты моя семья.
И они больше склонны требовать от родителя, которого они пытаются поглотить, с которым они пытаются слиться, чтобы этот родитель жил их жизнью, чтобы он обсуждал с ними что-то. Опять же, булимики бывают разные. Бывают булимики, которые настолько замкнуты в своей истории, что они вообще ни с кем не будут обсуждать, особенно булимию. Но вне булимии это постоянное такое, они часто долго живут с мамами, прям долго, там, не выходят замуж, не женятся, живут с мамами и превращают маму в такого партнера по жизни, как бы, да, вот мы вместе, мы семья, мы вдвоем. Вот. Почему такое происходит? Они, вот эти вот поглощающие дети, не хотят своим родителям зла. Как я уже сказала, хотя такое бывает, но они, вот у злых анорексиков, но на самом деле там, хотя там много очень гнева, потому что ты не даешь мне то, что мне нужно, хотя можешь. Я точно знаю, что ты можешь. Я знаю, можешь, но не даешь. Дай мне это. Они как бы не хотят своим родителям зла, они хотят себе хорошо. И в этом, конечно, есть эгоизм большой. Ну как большой? Он же от отчаяния тоже, знаете. Это же от того, что меня в детстве недолюбили или любили как-то по-дурацки. В этом много отчаяния, много страха одиночества, но в каком-то смысле там внутри всегда заложено такое требование. Требование от родителя, чтобы он был для меня. То есть есть там такая существенная нарциссическая составляющая. В чем здесь проблема? Казалось бы, ну как бы так и так, ну живите счастливо. В чем здесь проблема? Проблема в том, что в такой ситуации возникает, если вы поглощающий ребенок, то вы в ловушке своей болезни, потому что болезнь, ваши РПП, ваши депрессии, ваши нервные срывы, ваши самоповреждения, ваши суицидальные попытки – это что-то, что позволяет вам удерживать родителя рядом с собой. И в этой ситуации выздороветь невозможно, потому что как только вы выздоравливаете, вы лишаетесь родителя. Вы больше не можете его поглощать, потому что родитель отойдет в сторону и скажет: ты теперь в порядке, ура, я буду жить свою жизнь. Вот это возникает, вот это деструктивное взаимодействие, где один человек требует удовлетворения его потребностей, а второй удовлетворяет. И оно деструктивное, оно токсичное. И вы в этом застреваете на годы, годы и годы. В итоге все от этого устают. Родитель становится все более холодным, все более отрешенным, все хуже удовлетворяет ваши потребности, и в вас все больше гнева, и все больше отчаяния, и все больше попыток за него уцепиться. Это крайне деструктивно. Это такая чистая антисепарация, когда вместо того, чтобы вырасти и отделиться от родителя и начать жить свою жизнь, этот человек вырастает, продолжая держаться за родителя и ни в какую не соглашаясь от него отцепиться. И таким образом мы лишаемся своей собственной жизни. Вот это второе плохое последствие того, что вы поглощающий ребенок. Мы лишаемся шанса на собственную жизнь. Иногда может казаться, что эта жизнь с родителем достаточно хороша, это то, что нам нужно. Но на самом деле нет. Никто в таких отношениях не счастлив. Никто. И этот поглощающий ребенок тоже несчастлив, потому что это потребность младенческая. Вы не можете ее удовлетворить. Вы не можете слиться с мамой. Все, пуповина обрезана. Одним целым вы больше никогда не будете. Нет никакого рая. Вы не сможете его восстановить. И вы будете несчастны в этом взаимодействии столько, сколько вы будете в нем находиться. И третья проблема. Почему проблема быть поглощающим ребенком, если вы такой? Даже если вы находите другие отношения, вот этот вот момент недоверия, я не могу тебе доверять, потому что не знаю, в какой момент ты исчезнешь. Это недоверие распространяется на все ваши отношения, на дружеские и прежде всего на любовные. И это крайне мешает сформировать нормальные, человеческие, здоровые, взрослые отношения, потому что есть недоверие. Я как бы все время помню о том, что муж от меня может уйти.
Прям помню это, я об этом думаю, и я из-за этого очень переживаю, очень нервничаю, очень тревожусь. И все время ищу признаки этого, чтобы либо быть готовой, либо не допустить, либо вовремя его оттолкнуть, то, что я называю отвержение на опережение. Вот. Что делать? Если вдруг вы послушали это видео и обнаружили, что вы поглощающий ребенок, и такие думаете, вот же, что делать? И когда меня клиенты спрашивают, ну хорошо, а что делать? Я им всегда отвечаю одним и тем же словом – осознавать. И это правда так. Что делать, если вы обнаружили в себе что-то, какую-то странную ерунду, которая вам мешает? Первое, что нужно делать, это осознавать. Это осознавать, что это у вас есть и откуда это взялось. Наоборот, сначала, что это у вас есть, потом, что это такое на самом деле и откуда и почему это у вас взялось. Это очень важный шаг. Самый первый шаг к решению вашей проблемы – это осознать проблему. Не только, что она у вас есть, но и почему, и весь механизм. Почему вы делаете то, что вы делаете, почему вы чувствуете то, что вы чувствуете, и почему вы думаете то, что вы думаете. Всю схему раскрутить и у себя в голове стройненько уложить. Это первый шаг. Второй шаг, который вы должны сделать, это то, о чем я уже сказала. Понять, что это младенческая потребность. Это младенческое желание слиться с матерью. Во взрослом возрасте вы не можете этого сделать. Это невозможно. Это факт. Все, что вы можете, это принять это, примириться с этим. Смириться с этим, я бы даже сказала. Потому что нет никакого рая. Его не было. Даже когда вы были в утробе, ерунда это все, это был не рай, там было полно своих проблем. Нет никакого рая, нет никакого полного понимания с друзьями и не будет никогда. Нет никакого стопроцентного единения с партнером, нету. Но это неплохо, это просто вот так. Мир, он вот такой. Это неплохо, это просто по-другому. Не так, как ваш младенческий разум себе нарисовал тогда, когда вам был годик, понимаете? И вот третье, что надо сделать, это опять же понять, что взрослым людям мама не нужна. Страшную вещь говорю. Страшную. Казалось бы, ну как, нам всем нужна мама, и для мамы это в смысле не нужна. Факт. Взрослым людям мама не нужна. И мама – это не какой-то источник счастья и любви. Мама – это просто женщина, которая там как-то любит, как-то не любит, иногда хорошая, иногда плохая. Она просто брала на руки и давала грудь или не давала. И просто меняла вам подгузник. Это не источник рая для вас. Это женщина, которая вас выносила и родила. И это много. И это много. Но никакого рая нет. И когда вы взрослый, это больше не задача мамы разгадывать ваши потребности и удовлетворять их. Теперь это ваша работа. Теперь вы человек, который должен обнаруживать свои потребности и удовлетворять их. И это то, что вы должны научиться делать. Если у вас есть потребность в понимании, объясняйте людям, чтобы они вас понимали. Если у вас есть потребность в любви, найдите людей, которые будут вас любить, и любите их тоже, не сливаясь с ними, потому что они не мама. Вы не должны с ними сливаться, и вам не годик, а по-взрослому, понимая, что я – это я, а ты – это ты. И помните анти-РППшную мантру «Я взрослая, самостоятельная женщина, и мне не нужны любовь и одобрение матери». Я взрослая, самостоятельная женщина, и мне не нужны любовь и одобрение матери. Взрослым людям мама не нужна. Пусть будет. Она любит нас, мы любим ее, но это отдельный человек. И тоже вообще ни разу не идеальный. Вообще не идеальный. Не способный обеспечить вам ни рай, ни счастье. Ваша задача сделать это для себя. Вот. Все, что я хотела рассказать про поглощающих детей в РПП.
Прежде чем попрощаюсь, скажу вам, что вы должны не забыть подписаться на этот канал, YouTube-канал, на мой Telegram-канал, потому что там больше живого общения, ну, в смысле больше, здесь минимум живого общения, там много живого общения, там только живое общение. Подписывайтесь на мой Telegram-канал, ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на мои социальные сети. Обратите внимание, что весной, в марте, начнется 3-й поток моего курса для психологов. Для психологов по психотерапии расстройств пищевого поведения. Тоже дам ссылку на страницу курса в описании. Ну и все, ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока!